Всем привет! Меня зовут Мария Витищенко, я психолог, ведущая практик Breathwork и активный исследователь вопроса, как же устроено мироздание и как устроено человеческое сознание. И в этом видео я хочу поговорить с вами о таком очень популярном феномене квантовый скачок. Информация о квантовых скачках заполонила наше онлайн-пространство, и существует определенный образ того, как же это происходит, и обычно он плюс-минус схож история о том, что жил какой-то человек, работал в душном офисе, был не особо доволен своей жизнью, был постоянно фрустрирован тем, что он не получает то, что он действительно хочет, и вот с ним что-то произошло, и через непродолжительный период времени он оказался на тропическом острове, на котором он расслабляется, получает удовольствие от жизни и, особо не напрягаясь, получает миллионы долларов. Так ли это, действительно ли это квантовый скачок? Скорее история, которая активно продается, потому что она, правда, очень привлекательна. Особенно она привлекательна людям, которые не хотят особо напрягаться в своем развитии. И конкретно в этом видео я хочу ответить на вопросы, что такое квантовый скачок, как он действительно происходит, и почему этот скачок не происходит у вас, если вам действительно это нужно и необходимо. Говорить мы будем простым, понятным и даже немного бытовым языком, для того, чтобы не погружаться в основы квантовой механики, не загружать свои головы, и чтобы информация была максимально легкой, понятной и доступной. Но начнем с термина. Квантовый скачок – это скачкообразный переход из одного состояния в другое, с одного уровня развития на другой уровень. И здесь ключевое, что нам нужно понять, во-первых, это скачкообразный переход, во-вторых, не всегда переход с одного уровня логичен и последователен переходом на другой уровень, который, собственно, был бы логичным. Как раз-таки история про квантовый скачок – это история про такой некий хаос, непредсказуемость, непоследовательность. Здесь нужно понять, что когда мы идем в процессе вот этих квантовых скачков, квантовых переходов, мы не соответствуем каким-то линейным, понятным нам алгоритмам последовательных действий. Собственно, в этом секрет. Приведу пример. Достаточно бытовой и понятный. Возьмем какого-нибудь обычного человека, Васю, который родился в простой семье. Семья, в которой прививалась ценность высшему образованию, в которой было принято жить стабильной жизнью. И, конечно же, ребенку родители транслируют свою картину мира и транслируют определенные ценности, которые мы впитываем буквально с молоком матери. И вот этому самому Васе всегда прямым текстом или метасообщениями, каким-то подтекстом навязывалась идея о том, что да, нужно закончить вуз, получить стабильную работу, завести семью, отдыхать раз в год и так далее, жить так до пенсии. На пенсии, может быть, ты расслабишься, но не факт. И Вася, конечно же, не имея какой-то альтернативной картины, он идет в свое развитие, он заканчивает вуз, после него, допустим, устраивается на полставки для того, чтобы получить какой-то опыт в специальности, в которой он начал развиваться, образование, по которому он получил, и получает оклад 30-40 тысяч рублей. Через какое-то время, если у Васи есть мозги и стремление жить, потому что многие зависают на этой стадии, он растет, возможно, по карьерной лестнице, последовательно, раз в несколько лет ему повышают должность, накидывают чуть-чуть оклад, и к какому-то времени он, допустим, доходит до должности инженера или главного инженера. Очень понятная жизнь с точки зрения среды, в которой он рос, с точки зрения его родителей, с точки зрения его одноклассников, его одногруппников, и никаких вопросов она не вызывает. То есть есть какой-то определенный алгоритм действий, какая-то последовательность, которая приводит его к 40-50 годам в какую-то точку. Мы не задаемся здесь вопросом, счастлив ли Вася, мы просто смотрим на какой-то определенный жизненный сценарий. То же самое можно привести относительно какой-то классика. Да? Родилась девочка, и ей всегда прививали, что главная ценность в семье, в детях. Может быть, наоборот, но мы обопремся на этот пример. И
что она делает? Получает высшее образование, не особо раздумывая, куда и зачем, потому что где-то на подкорке фонит идея о том, что ну не это главное. Главное поскорее выйти замуж, и там, в возрасте 23 года, только закончив вуз и чуть-чуть начав свою профессиональную деятельность, профессиональное развитие, она выходит замуж, 24 она рожает, 27 она рожает еще раз, и вот эта вот история про то, что женщина идет по такому сценарию, потом, возможно, она выйдет из декрета, будет потеряна, потому что ну, самые продуктивные годы для профессионального развития утеряны. Может быть, сориентируется, и может быть, быстро начнет какое-то развитие, перейдет, собственно, в стадию вот этого квантового скачка. Сейчас мы поговорим об альтернативном сценарии. А может быть и нет. С чем эти люди останутся на пенсии, вспоминая всю свою жизнь, мы не знаем. Но важно понять, почему те сценарии, которые я сейчас вам привожу в пример, они до боли знакомые. Потому что это сценарии. И мы все являемся заложником определенной системы, в которой мы растем, в которой мы развиваемся. Это семейная родовая система. Если мы посмотрим дальше истории наших родителей, мы увидим род, который тоже жил определенный сценарий. И все это мы впитываем, как я говорила, с молоком матери в момент своего рождения, уже прошивая в себя эти сценарии. Также есть социальная система, которая отталкивается от времени, в котором мы живем, от места, в котором мы живем, от страны. Какой-то сценарий прописан государством и культурно-историческим контекстом этого государства. И в этом обилии сценариев других людей, которые, возможно, не откалибровали их с собой, со своими истинными ценностями, мы теряемся, и у ребенка нет способности мыслить критически. То есть почему? Потому что у него нет жизненного опыта, ему не на что опереться, и все это он воспринимает как конечную станцию истины и думает, ну, значит, так правильно. И по этому сценарию он проживает жизнь. Вспоминаем, квантовый скачок – это скачкообразный, непредсказуемый переход из одного состояния в другое или переход из одного уровня развития в другое. Здесь мы не видим никаких скачкообразных действий. Все вроде бы как логично и понятно для всей среды, в которой человек растет. Подчеркиваю, потому что это важно. То, как на вас смотрит среда, в которой вы росли и развивались, это важный критерий того, какой вы путь проходите. Грубо говоря, является ли ваш путь максимально предсказуемым? Мы можем привести альтернативный пример. Допустим, тот же мальчик Вася, в той же семье воспитанный, который внимал в себя те же ценности, те же идеи, но вот неожиданно в середине учебного процесса, на втором, на третьем курсе, он создает какое-то совершенно уникальное мобильное приложение. Отмотаем это еще на несколько лет назад, когда это все было не так популярно, и бросает вуз. А может быть, он бросает вуз даже дальше, даже раньше, прошу прощения, того, как он создал это мобильное приложение, ведомый вот этой вот идеей «я хочу создать нечто необычное, я хочу послать нахрен все эти идеи, которые были мне навязаны», и совершает совершенно нелогичное действие, и зарабатывает на этом большие деньги. И вместо того, чтобы откладывать эти деньги, разумно их вкладывать, завести себе семью, детей, потому что теперь есть возможности, он начинает активно исследовать мир, путешествовать, ездит по разным странам, изучает разные культуры, параллельно создает еще какие-то совершенно инновационные для его среды действия. И вот здесь-то мы видим вот этого наблюдателя, среду, в которой он рос и развивался, которая, ну, мягко говоря, в шоке от того, что Вася, в смысле, мы сидели за одной партой, у него была вообще там 3 по физике, 4 по математике, еле до которой он дотянул. Как так? Почему он стал долларовым миллионером в 21 год? Или же возьмем ту девушку, про которую мы говорили, которая по всему тому алгоритму, который заведен в среде, должна была уже родить детей, но раз она попала в какую-то среду, в которой ей стало действительно интересно профессиональное развитие. И вот ей 30, 35, 37, она и не думает о семье, о детях,
идет за своими интересами. Может быть, она исследует мир, также путешествует, может быть, она занялась своим духовным ростом и развитием, может быть, огромное количество вариантов, но все эти варианты не вписываются в какой-то сценарий, который был бы для нее логичен. И здесь мы видим, вот как раз-таки на наглядном примере, что когда идет вот этот квантовый переход, когда идет квантовый скачок, в этом процессе совершенно нет какой-то логики, нет какого-то определенного алгоритма, в котором ты должен из вот этой точки перейти на следующий уровень, который логичен, не скачком, а потихонечку, помаленечку, какими-то маленькими шажочками идти к какой-то фиктивной, зачастую фейковой мысли о том, что там я буду счастлив. Но давайте посмотрим действительно на нашу реальность. Много ли мы видим счастливых людей? Много ли мы видим пенсионеров, которые, правда, удовлетворены той жизнью, которую они прожили? Ну, к сожалению, нет. Почему? Потому что идея сценария, она не направлена на то, чтобы человек был счастлив. Она направлена на то, чтобы человек выжил. И причем, беря сценарий из родовой системы, беря сценарий из социальной системы на момент рождения, мы не калибруем его с тем, как будет принято через 25 лет, когда я буду развиваться. Есть такая прекрасная фраза, которая в свое время меня очень сильно впечатлило, что родители нас учат жить жизнью, которая была актуальна 20 лет назад. Это правда так и есть. И все эти сценарии, они были актуальны очень давно. И самая грустная часть всех этих историй заключается в том, что человек не пытается исследовать себя. Зачастую у него не хватает энергии, просто энергии, смелости для того, чтобы посмотреть в себя и понять, а правда ли та жизнь, которую я строил много лет, в которую я вложил огромное количество ресурсов, действительно ли она мне подходит, действительно ли она соответствует моим ценностям и действительно ли она приносит мне радость. Потому что может случиться так, что ответ будет нет, и это будет огромная трагедия, которую необходимо будет пережить. И здесь есть один важный момент, который я тоже считаю необходимым отметить. Конечно же, квантовый скачок — это вообще не всегда про то, что человек выходит в какой-то большой заработок, или же женщина обязательно выходит в идею о том, что я не хочу иметь детей. Да нет. Можно действительно искренне всей душой хотеть стать мамой, и это будет калиброваться с вашими ценностями. Ну, по сути, таких женщин на самом деле большинство. Можно не иметь в своем приоритете материальные ценности. Опять же, альтернативная история про какого-нибудь сына депутата, который жил в очень обеспеченной семье, рос, формировался, и ему как раз-таки прививалась идея о том, что главное — деньги, стабильность — это не так важно, бизнес, нужно принимать смелые решения. И вот он проводил каникулы в Европе, обучался в Лондоне. То есть, по сути, ребенку вложили такой достаточно широкий кругозор, он знает не один иностранный язык. И вот вместо того, чтобы пойти по сценарию, зарабатывать большие деньги, делать бизнесы, ребенок выбирает идти в совершенно другую сторону, допустим, заниматься искренне благотворительностью, не для того, чтобы отмывать папины деньги, а потому что этого требует его душа, и он идет на какую-то, возможно, низкооплачиваемую работу, но работу, которая дает ему понимание, что я ценен в этом мире, он чувствует собственную пользу. Может быть, он пойдет и устроится в офис на должность, которая действительно приносит ему удовольствие. То есть здесь нет никаких четких рамок и правил. История про квантовый скачок, она в том, что ты идешь в соответствии с импульсом своей души, ты слышишь этот внутренний голос, и этот голос, он является огромным мотиватором, который тебя толкает на какие-то шальные действия, которые не понимает никто. И ты сам можешь не понимать, почему я так делаю, почему я бросаю все то, что я строил много лет. Да потому что мне от этого тошно, потому что это не соответствует моим ценностям, потому что я это давно перерос, и мне сейчас нужно что-то совершенно другое. И
Этот уход от всего, может быть, все что угодно. Может быть, уход из семьи, может быть, уход с работы, может быть, кардинальная смена образа, стиля жизни, смена места проживания, все что угодно. Оно кажется странным, диковатым, и как будто бы здесь нет никакой твердой почвы. Но важно понять, пока человек пытается сохраниться, то есть обрести некую стабильную почву, создать обстоятельства, в которых он будет неуязвим, он живет в соответствии с сценарием. Потому что основная идея сценария, повторюсь, чтобы мы выжили. И когда мы пытаемся обрести стабильность, вся история про обретение стабильности – это история про выживание. И переходя к третьему вопросу, который я поставила на повестке этого видео, почему многие люди не проходят этот квантовый скачок? Смотрите, для того, чтобы действовать так вот нелогично и непоследовательно, нужно иметь смелость. А смелость — это не тогда, когда я не боюсь. Смелость — это тогда, когда я боюсь, но тем не менее я иду в свой страх, я умею его выдерживать. Ведь для того, чтобы, например, сузить вот это вот, сделать эти действия плотными для того же Васи, который вместо того, чтобы всю жизнь проработать в какой-то понятной государственной компании, он выбирает вести какой-то бизнес. Бизнес всегда требует серьезных решений, и каждое решение требует огромное количество энергии. Каждое решение часто требует сделать выбор. Многие люди не могут даже определиться, что я хочу съесть на завтрак. Не могут определиться, за какого мужчину я хочу выйти замуж. Не могут определиться, хочу ли я ребенка или не хочу, в каком месте я хочу жить. То есть даже такие простые выборы, как выбор продуктов в супермаркете, для многих являются стрессом. И, конечно же, тогда наш внутренний контейнер, который необходим для того, чтобы переваривать чувства, он является очень хлипким, слабым, и мы стараемся избегать любых ситуаций, которые вызывают повышенный уровень стресса. И таким образом, конечно, мы далеки от квантового скачка, потому что скачкообразный переход, я прыгаю на почву, не зная, удержит она меня или нет. Вот это самое сложное. И поэтому действительно на такие квантовые скачки, совершенно непредсказуемые варианты развития событий, я не скажу, что единицы способны, потому что я этих людей не читала, у меня нет каких-то исследовательских данных, но однозначно это совершенно небольшой процент населения. Это люди, которые имеют взрослую позицию, которые не пытаются пойти куда-то, в какую-то точку развития, сказать, а это точно мне подойдет. Не те люди, которые хотят сменить работу, но при этом они ищут ту деятельность, на которой я точно буду в безопасности. Мир сейчас он шаткий и очень непредсказуемый, и толерантность к неопределенности – это основной критерий, основное качество, которое необходимо человеку, который находится во взрослой позиции. Для того, чтобы совершать такие нелогичные, непоследовательные действия, нам нужна очень устойчивая внутренняя опора. Внутренняя опора – это понимание, что бы в моей жизни ни случилось, какой бы трэш ни произошел, я справлюсь, я выдержу, потому что у меня есть я. Я не ожидаю помощи от своего мужчины, от своих родителей, от друзей, от окружения, от государства. Я опираюсь на себя, и я уверен в том, что у меня есть ресурс выдержать эту ситуацию. Выдержать не конкретно эту ситуацию, а любой непредсказуемый вариант развития событий. И когда мы начинаем вести себя непоследовательно, нелогично, мы открываем гораздо большее количество вариантов развития событий. Потому что, к сожалению, жизнь большинства людей, ее можно предсказать очень легко, видя примерно, как человек живет, как он делает выборы, как он реагирует на кризисные ситуации. И как бы он ни говорил о том, что да, я хочу все изменить, меня не устраивает моя жизнь, меня не устраивает место, в котором я живу, меня не устраивает моя деятельность, меня не устраивает мой достаток, но мы смотрим не на то, что человек говорит, и я призываю вас сейчас обратить внимание на себя, не на то, что вы говорите, о чем вы мечтаете, а на то, что вы действительно делаете, как ваши действия соответствуют вашим мыслям, фантазиям о том, как вы хотите жить. И в этом случае вы получаете более объективную картину реальности.
Потому что, повторюсь, если человек говорит одно, но делает каждый день тупые действия, на которые его запрограммировал сценарий, то его жизнь можно с вероятностью 90% спрогнозировать на 30 лет вперед. Ну, потому что это понятно. Понятно, как он будет продолжать выбирать, понятно, как он будет поступать. С каждым годом этот механизм, вот эта вот ригидность, неспособность увидеть новое, поступать по-новому, этот механизм будет становиться еще более жестким и закостенелым. Поэтому мы видим, к сожалению, такую реальность, в которой большинство пенсионеров с вилами воспринимают все новые тенденции, не понимают своих детей, не понимают своих внуков, не понимают, что конфликт отцы и дети, он вечен и бесконечен, потому что, собственно, идет отрицание всего неопределенного. И в этом смысле квантовый скачок, он такой является проверочкой на то, насколько вы действительно взрослая, устойчивая, самодостаточная личность. И тут мне бы хотелось подчеркнуть, что в концепции о квантовой скачке на самом деле нет никакой магии. Это не про открытие всех чакр, не про открытие какого-то специфического канала. Нет, это просто способность принимать нелогичные решения и действовать в соответствии со своим духом, с тем, чего я на самом деле хочу. А для этого нужно себя хорошо знать, нужно понимать, чего я хочу, слышать свой внутренний голос и быть в контакте со своей самостью, со своей душой, со своим настоящим «я». И о том, как это делать, мы будем говорить в дальнейших видео. Сейчас я вас прошу задать вопросы, которые возникли в комментариях. И, конечно же, если это видео принесло вам какие-то важные осознания, мысли, я буду благодарна, если вы поделитесь им в своих соцсетях, отметите меня в Инстаграм. И до новых встреч. Благодарю вас за внимание. С вами была Мария Витищенко.